Привет, фанаты BTS. Это конец знаковой эпохи, которая строилась более десятилетия. Почему Чингук внезапно публично попрощался с Тэхёном? И почему это произошло в аэропорту, где царила атмосфера слез, пустых взглядов и объятий, потрясших весь фандом BTS? Эти вопросы нарастают в цифровом пространстве с раннего утра после появления видеозаписи, показывающей эмоциональную встречу, или, возможно, прощание двух участников BTS, Чон Чингука и Ким Тэхёна, в аэропорту Инчхон. Хотя официального заявления от лейбла HYBE или Big Hit Music не было, видео продолжительностью менее 2 минут стало вирусным на различных платформах социальных сетей, вызвав волну спекуляций, теорий и глубоких опасений у армий по всему миру. Что означает этот, казалось бы, простой, но значимый момент? Действительно ли Чингук готовится покинуть Тэхёна по причинам, которые никогда не были раскрыты общественности? На кадрах, о которых идет речь, двое стоят у выхода на посадку, одетые в повседневные, но яркие наряды для фанатов, которые знают каждую деталь их стиля. Чингук, казалось, что-то сдерживает, то ли плачет, то ли говорит тяжелые слова, в то время как Тэхён стоит неподвижно, его лицо пустое, но полное эмоционального расстройства. Через несколько секунд последовали долгие объятия. Слова не были четко записаны, но язык их тела говорил громче, чем все, что могли перевести их голоса. Чингук, казалось, что-то прошептал на ухо Тэхёну, который затем молча опустил голову, прежде чем пойти к выходу на посадку, не оглядываясь. Предположения шли со всех сторон. Некоторые фанаты подозревали, что это как-то связано с сольным проектом Чингука, который должен был увезти его из Южной Кореи на длительный период времени, возможно, даже временно поселиться за границей. Но больше всего общественность удивили выражения на их лицах, которые не отражали обычный отъезд. Это было не просто прощание в контексте работы. Было своего рода эмоциональное бремя, которое казалось неестественным, потому что это был просто отъезд для международного тура, продвижения или съемок. Некоторые корейские обозреватели поп-культуры также начали высказывать свой анализ инцидента. В интервью местным СМИ аналитик индустрии K-pop, который отказался назвать свое имя, предположил, что сцена может сигнализировать об изменении личных или профессиональных отношений между ними. Он сказал, что эмоциональная интенсивность момента была необычной для участников группы, которые привыкли к ритму международных поездок. Может ли это быть признаком внутреннего конфликта, сложных решений или даже различий в карьерных путях, которые начинают разрывать культовый состав BTS? Интересно, что этот инцидент произошел всего через несколько дней после полуофициального воссоединения BTS, где участники, которые в настоящее время не служат в армии, смогли выступить вместе на частном стриминговом мероприятии. Многие фанаты интерпретировали воссоединение как знак чего-то большего, полного возвращения группы в 2026 году. Но с наступлением этого эмоционального события тон оптимизма внезапно сменился тревогой. Может ли момент в аэропорту быть признаком того, что планы BTS по воссоединению могут быть нарушены? Многие также связывают инцидент с индивидуальными проектами каждого участника. Чингук готовится выпустить свой второй полноформатный альбом, который, по слухам, будет гораздо более мрачным и личным, чем Golden. Он также сотрудничал с рядом всемирно известных артистов и, как сообщается, даже временно живет в Соединенных Штатах в целях производства. С другой стороны, Тэхин, который в настоящее время проходит военную службу, как известно, берет небольшой перерыв и внезапно появился в аэропорту, что заставило некоторых людей заподозрить, что его присутствие было формой поддержки или личного прощания. Проблема стала еще более накаленной, когда журналист развлекательной культуры из одного из крупнейших корейских СМИ в посте в социальных сетях заявил, что полученная им информация указывает на то, что расставание было связано с большим решением, принятым одним из них относительно направления их карьеры после BTS. Несколько фан-сайтов, присутствовавших на месте, сообщили, что атмосфера вокруг этих двоих казалась очень тихой, как будто весь зал аэропорта был сосредоточен на взаимодействии двух молодых людей, которые долгое время были символами дружбы, преданности и единства в индустрии K-pop. Фактически, по словам нескольких очевидцев, были замечены сотрудники, которые плакали после того, как стали свидетелями прощания, хотя неизвестно, была ли это личная реакция или просто отражение того, насколько трогательным был этот момент для всех вовлеченных сторон.
Конечно, в отсутствие официального заявления общественность может интерпретировать только на основе имеющейся информации. Однако одно совершенно ясно: то, что произошло в аэропорту, было не просто обычной встречей. Оно содержало глубокие слои эмоций и, возможно, долгосрочные последствия для личных и профессиональных отношений этих двух важных фигур в истории К-поп. Между тем, платформы онлайн-сообществ, такие как Weverse и глобальные форумы ARMY, были полны предположений, надежд и даже беспокойства. Многие ARMY выразили, что этот момент напомнил им о днях, предшествовавших объявлению о перерыве группы в 2022 году, когда каждый участник начал идти своим путем и жить жизнью вне рамок группы. Есть опасения, что этот момент может быть более глубоким символом разделения, чем временное разделение, о котором было официально объявлено. Символично, что этот момент также затрагивает многие психологические слои фанатов, которые связали свою жизнь с повествованием о братстве между участниками BTS, особенно Тэхёном и Чингуком, которые, как известно, были очень близки с момента их дебюта. Объятия, взгляд в его глазах и тяжелые шаги Чингука к выходу на посадку кажутся настоящей метафорой эмоционального разделения, которое невозможно охватить только логикой индустрии или бизнес-стратегией. В социальном и культурном контексте это событие является напоминанием о том, как общество, особенно фанаты, часто становятся эмоционально вовлеченными в жизнь айдолов. Парасоциальные отношения, которые сформировались за эти годы, делают каждый маленький жест, особенно такой драматичный момент, как этот, коллективным опытом, который трогает сердце миллионов. Для ARMY это не просто объятие в аэропорту. Это символ прошлого, настоящего и неопределенности будущего, которое их ждет. С точки зрения руководства артиста, решение не предоставлять официальную информацию сразу после инцидента на самом деле поднимает еще больше вопросительный знак. Было ли это намеренным, чтобы защитить частную жизнь двух артистов? Или это специальная стратегия, разработанная учреждением? Учитывая репутацию Big Hit как компании, сдержанной в отношении больших слухов, их молчание на этот раз только добавляет таинственной ауры окружающей события. В конечном счете, тот момент в аэропорту Инчхон создал новую главу в постоянно развивающемся повествовании BTS. Было ли это мимолетным прощанием или началом нового, более сложного путешествия, одно можно сказать наверняка: это запомнят навсегда. Для миллионов поклонников это было больше, чем просто неподвижное изображение или короткое видео. Это были коллективные эмоции, необъяснимая боль и страх потерять то, что так долго было частью их жизни. Пока мы ждем официального подтверждения, главный вопрос все еще висит в воздухе: действительно ли Чингук навсегда попрощался с Тэхёном? И если да, что именно побудило нас принять такое решение? Глава, возможно, уже закрыта, но для фанатов история только начинается, и они никогда не могли себе представить, что она появится. Однако, поскольку общественность требует объяснений, некоторые фанаты начали указывать на прошлые заявления, которые Чингук и Тэхён делали по разным поводам, будь то во время прямых трансляций, международных интервью или в документальных фильмах BTS. Одно старое видео 2021 года снова стало вирусным, потому что в нем Чингук сказал: «Когда придет время, мы не сможем идти бок о бок вечно, но я надеюсь, что мы никогда не уйдем слишком далеко друг от друга». Эта фраза, которая когда-то считалась метафорической и эмоциональной, теперь кажется пророчеством, которое внезапно стало реальным. С другой стороны, Тэхён, известный своей тихой, но глубоко эмоциональной личностью, также заявил в интервью 2022 года, что он чувствует, боится дня, когда нам, возможно, придется попрощаться, даже если это временно. Этот страх, который раньше был лишь частью чувствительного повествования артиста, любящего свою команду, теперь нависает над всем публичным дискурсом после слезливой сцены в аэропорту. Одна сильная версия, которая начала появляться среди мирового сообщества фанатов, заключается в том, что это не просто отражение индивидуальных решений, но может сигнализировать об изменении направления в структуре группы. На некоторых форумах обсуждается возможность того, что BTS могут трансформироваться в более свободную сущность, своего рода коллектив музыкантов, которые поддерживают друг друга, не будучи привязанными к традиционным рамкам групповой деятельности. Означает ли это конец BTS, какими их знает публика?